Друзья, всем огромный привет! И вот сзади меня едет Даник, и мы отправляемся протестить свои мотоциклы, значит, на динамику. Вот, не знаю, насколько у нас это получится. Мы сейчас просто проедем немного по автобану до места, где, ну, во всяком случае, раньше там не было ограничений. Может, сейчас уже знаки повесили, я не знаю. Но мы попробуем, как бы, там ускориться, насколько это позволит трафик. Вот, но самое главное даже не это, а то, что после заезда мы поменяемся мотоциклами. И тогда уже Даник первый раз поедет на Африке. Первый раз на автомате, на Африке. И посмотрим потом на его реакцию. Вот, и он поделится с нами первыми своими впечатлениями. Да, конечно, из-за трафика ничего не получится. Надо ехать ночью. Вот, но мы сейчас все равно проверим еще. Идет, не отстает, а? Молодец, молодец. Сейчас мы развернемся в другую сторону, может будет полегче. Даник, что, махнемся? Давай. Махнемся. Ну что, нормально все? Ну. За мной шел, ничего, да? Ну ты почти не отставал. Когда я ехал 190, он уже был, ну, как раз 9,5, уже не шли. Уже в красной зоне. Я думал, да вот так он сможет, может быть, 205. Ну у меня 200, там что-то 212 показывал, но он плюс, короче, 15 километров, наверное, показывает. Где-то около 200, ну, грубо говоря, 200. У тебя, может быть, он более точно показывает. Это я не знаю, где у меня бандлинка. С тобой встал, думал, а? А что, у тебя, правда, и может и нету? А как нет, ты что? Такое не может быть. Я просто... Может и нету быть, Даник. Echt? Не обязательно оно есть. У меня ни на одном мотоцикле не было, вот на Африке только. Ты думал, это плюс? Nein. Только аккуратно, да? Мотоцикл тяжелый, но он идет очень это хорошо. Вот, я сейчас тебе просто покажу, смотри, Даник. Вот. Сейчас, вот допустим, вот включаешь, вот D и S, видишь, одна кнопка. Вот сейчас включаешь это D, Да. просто обычно это. Второй раз на нее нажимаешь, видишь, загорается S тут. Да. Все. Это спорт режим, вторая ступень. Тебе переключать не надо, и все. Точно так же едешь, как только это как спорт идет. Если еще раз вниз нажимаешь, опять D, это опять спорт. Вот это вот маленькая кнопка, вот это ты видишь, когда все здесь выключается, Да. ничего не горит, тогда только этими ты. Где они? Вот здесь. Тут, где? Левой рукой. Плюс спереди. Плюс там, а минус здесь. Ну, удобно тебе будет. Вот. Поэтому, мануэль, тебе не обязательно. Ты просто вот сейчас поедем, спорт включишь, он просто, ну, переключается. Ну, ты можешь также, если он цуфиль обороты держит, ты тогда просто переключаешь на плюс и все. Ну. Это halt schon gut, что он это стоит.
Да, он не едет, стоит спокойно. Просто газу даешь, и он поехал. Самое главное вот сейчас будет, то, что там динамика, ну, не намного Touareg уступает. Давай, Даник, давай! Эй! Ё-моё! Ну, Африка, конечно, идет круче. Даже нечего здесь говорить. Она стабильна, как пуля. Touareg, давай! Полный. Он уже около Воблинга. Полный газ. Фу. Ну, конечно, на скоростях здесь за 150 это не вариант. Вообще не вариант. Вот он первый раз едет, и видно, что он просто кайфует. А я уже на измене тут сижу. Хе-хе, ё-моё. Аккуратненько, Даник, аккуратненько. Сейчас пойдет подъем. Давай, давай! Ё-моё! Вот полный газ! Шансов нет никаких, потому что автомат он вырывает и находит самый вот то, что нужно разогнаться. Но вот этот запас объема и запас все-таки такой вот крутящего момента
в ней чувствуется. Она 150, 160, 170 идет вообще как бы для нее что 120, что 170. Здесь чувствуется, что вот 150, все, дальше уже это красная грань. Да, он идет еще неплохо, но все-таки чувствуется, что это предел. Уже это постоянно на пределе возможного. Вот, у Африки такого ощущения нет. Она даже и на максималке идет, и как бы такое ощущение, что она просто едет. Я думаю, ему понравился мотоцикл, наверное. Ну, посмотрим. Да, конечно, я сразу хочу сказать, что на бездорожье нужно было бы потестировать его на, ну, хотя бы на таком легком бездорожье. Но у нас бездорожья здесь нет. И смысл тестировать его на бездорожье, и так все понятно, что он, конечно, даст это, Африку уделает. Да. Вот, я думаю, что примерно, наверное, равны, так как Африка на асфальте чувствует себя гораздо лучше. Вот, примерно в такой же степени Туарек чувствует себя лучше на бездорье. Так, друзья, да, еще сейчас сразу хочу сказать, что Даник, он русским языком хоть и владеет, но таким домашним, да, вот, потому что, да, его материнский язык, то есть родной язык немецкий, естественно, вот, поэтому на это надо тоже сделать скидку. Вот камера здесь. Сейчас, это же Эдельшталь, нержавейка. Ну, Если я- почистить, она я- будет я. блестящая. Вот, у тебя тоже. Я nicht so. Ну ты столько по грязи не ездишь. Nee, das stimmt. Вот. Ну и пробег у меня, конечно, под 60 тысяч, а у тебя всего 6, да? Нет, меньше. Так, Даник, ну, Also, рассказывай. первое впечатление управляется гораздо легче, чем я ожидал и думал. Так. Я не знаю, ob это колеса, also Reifenwahl, или ob он сам так управляется, это я, конечно, не знаю. Но, да, едет очень классно. Подогрев руля, Да. это, конечно, вещь. Ну. Их тоже надо взять. Да. Просто получилось так, что мы проехали, немножко сейчас свежо на улице. И когда поменялись мотоциклами, я как раз заранее включил подогрев рукояток. Он пересел на Африку, естественно, сразу почувствовал. Ну, По динамике, что можешь сказать? я как бы хотел ехать, как и на моем езде. Ты здесь гораздо быстрее набираешь на 140, 130. Я даже не заметил, как я уже был на 150. Да. Also das geht sehr schnell, очень быстро. Автомат тоже вещь. Привыкнуть надо, но я думаю, Ну ты ехал на спорт режиме или так? На я так драйв? и так пробовал. Так и так? Да, Ну а вот мы когда ускорились на подъем сюда, но это спорт. был. Спорт, да, ты- да. да. И я был на 5-й передаче, там в районе, наверное, 6-7 тысяч. Вот, то есть отвинтил. Это максимальный был бы, максимальное ускорение. Вот, но Африка, конечно, ушла. Это еще подъем. На камере, конечно, не видно там подъем, но там такой тягун хороший. Ну. И поэтому... Мне показывал, не знаю сколько было, меньше 200. И посадка гораздо лучше, чем Да, на удобнее. моем. Да, вот я тоже всегда про это говорю. На Африке сидишь, То есть ты можешь дольше ехать, 100% Да. дольше ехать. и ты очень, очень комфортно сидеть. И Та может самая... быть, что это вот этот Ну, это все вместе, но шкура. шкура, конечно, да, шкура это особая тема. Вот, меня очень многие спрашивают, почему там эта шкура, как она в дождь себя ведет, мокрая же туда-сюда. Да, я согласен, но в дождь мокрая все. Мокрое и это сиденье, и это. Вот, но стоит прекратиться дождю, шкура на ветру быстро просыхает. И, вот, но важно то, что всегда есть такая прослойка. Вот, и в жару, и в холод, тем более, да, на ней сидеть гораздо удобнее. А в жару тоже все-таки это такая прослойка воздушная, где вот, не так потеет 5-я точка. Поэтому
она всегда. Раньше, когда у меня была шкура на других мотоциклах, я большую возил и всегда ее снимал, использовал в палатке вместо коврика. Вот. Ну, сейчас у меня коврик есть, поэтому так. Ну, а, значит, по управляемости, говоришь, стабильно. Но я думаю, что это, потому что вес, во-первых, он видно, что ты вот даже ехал, я сзади так вот смотрел, ты, ну, спокойно сидишь. Да. Да, спокойно если едешь. Touareg 150 идет, вроде Вот и ничего, всё. потом я чуть к тебе приближаюсь, попадаю вот в этот Да, поток да, турбулентности, да, и да, все, да, его да, начинает он понимает, мотать, и, в общем, Но он, кажется, ausgelegt на 170. ну, Или возможно. это колеса до 170, я не знаю точно. Ну, колеса, может быть, да. Touareg видно, что за 150 он просто изнемогает уже. Ну, а здесь richtig. Да. А тут едешь 120, барахтит, что-то там, Ну. 150, также просто чуть-чуть ветер шумит, и потом вообще мотора не слышишь, ничего не слышишь, только такой удачный Ну, вариант. Если ты собираешься ехать в длинную дорогу, тогда это мотоцикл schon лучше. Да. Но если ты думаешь только ездить здесь, как бы не сувать, там может Да. 200-300 километров, тогда Touareg, я думаю, что он... На бездорожье, да, если мы сейчас вот буквально сейчас вот сюда в лес поедем, то, конечно, на Touareg будет гораздо легче, во-первых, и гораздо интереснее, ты не будешь, у тебя будет меньше там страху и наоборот больше как бы такого оптимизма, что ты там куда-то проедешь и заедешь. Это да, я согласен. Вот, но стоит выехать из леса или более-менее на твердую поверхность, то уже, конечно, тут Африка забирает все очки. Вон, гусь, слышно сразу. Задушенный какой-то звук. Вот так вот. Вот этот мотор дышит. Все, классно. Вот. То есть вывод делаем такой, что этот мотоцикл нацелен на владельца, который хочет путешествовать. Да, как бы Вот. я это подписал. Да, хочет путешествовать. Главное путешествие, и это средство доставки, такой вот надежный друг, который доставит тебя в любую точку. Вот. Поэтому, получается, другие марки это все-таки уже перекос или на бездорожье, или на асфальт, или на динамику, там, на ускорение, вот. Ну и на прочую такую вот лабуду, которая путешественнику не так важна. Вот, ну все, на этом заканчиваем. Такой кратенький обзорчик. Вот, в этом видео я хочу поделиться с вами своей дальнейшей проработкой багажной системы. Вот, я купил 2 сумки, пока 2. До встречи, всем пока.